или точнее основная, это стоимость квадратного метра. Поэтому я говорю именно исключительно о рынке недвижимости через призму цифр. Да, кстати, вы можете, ну, давайте перейдем в другой слайд. Говорим о городе, муниципалитете Лимассол. Но просто на примере вам покажу. Кто планирует переехать на остров или кто уже живет на острове, кто планирует приобретать недвижимость для жилья или же для инвестиций, вот данная информация, данные цифры как раз и позволят вам, в общем-то, сделать правильно, принять правильное решение, так назовем. Потому что давайте ознакомлю вас с картой и с экселевскими данными, которые в данной таблице. Ну, вот раз начал по, так сказать, полезности контента, который я создаю. Здесь мы видим апартаменты класса А и Б, то есть это новое жилье. Ну, новое жилье, это, как гласит легенда компаний-застройщиков, это жилье, которое построено из энергоэффективных сберегающих материалов. То есть зимой не холодно, хотя вот я уже говорил вам, я живу 3 месяца на Кипре. Ну да, пару месяцев, пару недель было дожди, каждый день дожди, и было так не совсем тепло, но я бы не сказал, что можно замерзнуть. Ну так или иначе, в новом жилье не холодно зимой и не жарко летом. Что не скажешь о старом жилье, хотя я живу в старое жилье, старый дом, который относится к классу С. Итак, о полезности информации вы видите, вот это вообще называется табличка экселевская, вот вверху мы видим временные ряды, а вот здесь это финансовые ряды. Ну, по-научному это называется пространственная, параметрическая, дискретная модель рынка. То есть она создается для того, чтобы совершенно точно отслеживать все параметры, которые характеризуют стоимость квадратного метра. Или точнее, стоимость квадратного метра, правильно, да. И вот с правой стороны вы видите, это административно-территориальное деление самого города, муниципалитета Лимассол на ценовые зоны. Видите, сколько ценовых зон. Ну, если посчитать, тут, ну, наверное, порядка 20 будет. И каждая ценовая зона, почему ценовая зона, она отличается в стоимости квадратного метра. Вы можете это без труда сами посмотреть. Если вы планируете приобретать для жизни или же для, так сказать, инвестиций, вы можете ориентироваться вот на стоимость квадратного метра, умножать, допустим, однокомнатная до 70, от 60 до 70 квадратных метров. Мы сейчас говорим о новом жилье, видите, апартаменты класса А и Б. И вот у вас получится стоимость, рыночная стоимость, еще раз напомню, квартиры, которую вы будете планировать или планируете приобретать. Также при продаже вы можете смело ориентироваться на данные, они, в общем-то, отражают достаточно точно состояние рынка. Вопрос, который задают часто мне: Андрей, откуда эти данные? Мы мониторим интернет-пространство, один из основных, так сказать, сайтов, систем, на который работает, и на протяжении мы с 2019 года его так обрабатываем, мониторим, это сайт Позараки. Ну, кто знает, что это за сайт, кто не знает, зайдите, посмотрите. То есть это некое подобие OLX, который работает в Украине. Ну, по крайней мере, движок, на котором работает сайт, он идентичный. Ну, мы работаем с OLX, понятно, то есть мы работаем по Украине, это вы уже знаете. Итак, давайте новое жилье. За месяц подорожало, период сравнения у нас ноябрь-декабрь, подорожало на 0,13%. Средняя стоимость 3784 евро за квадратный метр. Вот здесь вы можете посмотреть, видите, красная черта, это подытоживающие данные, стоимость квадратного метра. Ну, как она считается, среднеарифметическая, мы вот эти все суммируем, ценовые зоны, и делим на количество этих ценовых зон. Получаем среднеарифметическое число по городу, муниципалитету, напомню. Что показало нам незначительную динамику роста 13%. Это вы видите на карте также. Переходим к следующему слайду. И здесь, друзья, мы уже будем говорить, что произошло с новым жильем в городе, муниципалитете Лимассол на протяжении 12 месяцев.
Период сравнения декабрь 2024 год, это видим 3710 евро за квадратный метр, но это в целом по муниципалитету города. И уже в декабре 2025 года это 3784 евро, что показало нам в годовом измерении, друзья, динамику роста плюс 2%. Это в принципе адекватно себя ведет рынок. Почему я называю это адекватно, мы разберемся в конце видео, когда я приведу вам основные макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики острова Кипр, ну, по крайней мере, южной его части. Дальше, друзья, смотрим, что произошло со старым жильем в городе, муниципалитете Лимассол. Видим, что рост также на 14%, но средняя стоимость квадратного метра отличается на 100 евро. Видим, 3682 евро. Но с учетом того, что новое жилье, как я приводил пример, там однокомнатное может начинаться от 60 там, и 70 метров квадратных, то старое жилье это может быть 50 метров, даже меньше, то мы можем, в общем-то, без труда понять, что даже разница в 100 евро за квадратный метр в итоге на общую площадь дает нам разницу очень большую. То есть дороже стоит, естественно, новое жилье. Итак, еще раз внизу показываю красным шрифтом. 3682 евро за квадратный метр, среднее арифметическое число по всему городу, муниципалитету, и рост за один всего лишь месяц плюс 0,14%. Следующий слайд. Здесь мы посмотрим, что со старым жильем в городе, муниципалитете произошло в течение года. Период сравнения. Декабрь 2024 год 3610 евро и 3682 евро декабрь 2025 года. Что в целом, смотрим внизу, показало нам рост 2% в годовом измерении. То есть мы, подводя итоги, говорим, что на 2% как новое, так и старое жилье выросло в 2025, прошедшем уже, естественно, году. И это, в принципе, адекватное поведение рынка. Люди, которые говорят, что рынок недвижимости вырос на 25% или упал там на 30%, да, ну, поки просто в основном люди любят говорить, что растет и растет там какими-то феноменальными цифрами. То есть это люди, которые, ну, вас хотят, наверное, как минимум развеселить. Если бы это все так было, то, вы знаете, такая доходность в недвижимости, я, кстати, считаю еще через аренду. И я вот уже этого 2026 года буду специально, это для инвестиций полезная информация, буду по каждой провинции, по каждому городу давать, в общем-то, эту информацию о пассивном доходе. Так вот, если бы рынок недвижимости рос на 25%, поверьте, что не было бы, наверное, тут живого места. Все бы застроили, как у нас в Киеве, как когда-то было период бума, все человейниками по 24 этажа. А здесь, в общем-то, друзья, я вот вам скажу, что не по Лимассолу, а по пафосу и земля продается достаточно много, и продается квартиру достаточно много. Даже вот гуляя по городу, ты видишь эти объявления. То есть это, в общем-то, вполне адекватная ситуация рынка. Кто-то продает, кто-то покупает. Но так, чтобы рынок себя вел, рост на 25%, друзья, забудьте. Это сказки для людей, которые хотят, наверное, верить в эти сказки, или которые не умеют считать деньги, наверное, вот так правильно.